Привет, друзья! Сегодня у нас очень быстрый, но очень вкусный рецепт, который отлично подойдет для праздничного стола, особенно если вы решили готовить что-то в последний момент и ищете, как приготовить мясо быстрым способом. Сегодня у нас будет мясо по типу шашлыка, замаринованное в идентичном варианте, но запекать мы его будем в духовке, в рукаве, для ускорения процесса и для получения той самой ароматной корочки, за которой так многие любят жареный на углях шашлык. Но, конечно, если у вас есть возможность выйти на улицу и пожарить это на углях, то мясо станет только вкуснее. Ну а мы начинаем. И начнем мы с подготовки маринада. Для хорошего мяса нужно большое количество лука. Для того, чтобы промариновать мясо быстро, нужно большое количество лукового сока. Поэтому нарезку кольцами мы оставляем для обычных маринадов, где мы будем готовить мясо долго, есть возможность замариновать его за сутки. Если вы хотите промариновать мясо за 1 или за 2 часа, то желательно использовать чистый луковый сок. Для этого можно воспользоваться блендером и отжать получившееся пюре через марлю. Я неоднократно так показывал в наших предыдущих видео. Либо воспользоваться соковыжималкой, чем я сейчас и займусь. Поэтому лук нарезаем небольшими кусочками. И забираем у него все самое ценное. Отжимаем сок до последней капли. Отлично. У нас есть 300 мл отличного лукового сока и жмых. Его можно выбросить, а можете высушить его в духовке, и получится отличная приправа для мяса, луковый порошок. Но нам сейчас не до этого. Продолжаем готовить традиционный маринад. Добавляем туда минералку и небольшое количество уксуса для того самого вкуса шашлыка из детства. Минералка немного разбавит агрессивный лук и яблочный уксус. Соль и перец лучше тоже сразу добавить в маринад, для того, чтобы они разошлись в жидкости и лучше проникали внутрь мяса. И свежемолотый перец. Также мне нравится добавить небольшое количество кориандра, но здесь уже смотрите на свой вкус. Нравится — добавляем, нет — убираем. И все хорошенько размешать. Ну а мясо, как обычно, нарезаем хорошими крупными кусками, как на шашлык. У меня сегодня потрясающая свиная шейка. Маринад получается очень агрессивный, и мясо буквально за час-полтора превращается в нежное и ароматное. Поэтому отставляем его в сторону, и буквально через час можем уже продолжить приготовление. Ну что, друзья, наше мясо промариновалось, это значит, что мы можем продолжать готовить. Запах невероятный. Посмотрите, какое мясо. Просто потрясающе. Наша задача его освободить от маринада и переложить в пакет для запекания. Во-первых, он не будет вариться в этом маринаде. Во-вторых, в пакете оно приготовится до мягкого состояния, после чего запечется до ароматной румяной корочки. Так как лука у нас здесь не было, то мясо просто немножко отжимаем от маринада и складываем в пакет. Даже добавим немного растительного масла, чтобы лучше жарилось. И завязать. И отправляем его запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут. Мне нравится использовать режим конвекции, так оно сильнее зажаривается. Ну а мы пока приготовим замечательный сырный соус и овощи для подачи мяса. В сотейник наливаю 200 мл молока. Отправляю туда маленькую щепотку соли, небольшой кусочек сливочного масла. И в качестве сырной основы буду использовать плавленый сыр в пластинках. Чем темнее возьмете, тем красивее будет цвет. Также можно добавить немного копченой паприки для более оранжевого оттенка. 150 грамм сыра отправляем в молоко. И немного копченой паприки. Включаем нагрев и нагреваем до полного растворения сыра. Кипятите или нет, дело ваше. Но на самом деле этого вообще не обязательно. Соус и так загустеет, когда застынет. Самое главное его помешивать.
Сыр полностью растворился, закрываем соус крышкой и убираем в прохладное место, пускай пока остывает. Мы же приготовим замечательный яркий гарнир из овощей. Гарнир, конечно, может быть любой на ваше усмотрение, но мне кажется, яркие, сочные, чуть похрустывающие овощи будут в самый раз. Поэтому нарезаем все так, как будто бы планируем это готовить на воке. Лук нарежем тонкими перьями. Морковку соломкой. Так как эти овощи готовятся дольше всего, их и будем обжаривать первыми. Наливаем небольшое количество растительного масла на сковородку, хорошенько его разогреваем и отправляем их обжариваться. И пока морковь и лук обжариваются, нарезаем остальные овощи. У меня здесь вот такая замечательная маленькая кукурузка. Мы отправили обжариваться самые грубые жесткие овощи. Буквально 5 минут поддержим их на огне. После этого добавим к ним нежные брокколи и стручковую фасоль. И, по-моему, очень ярко и сочно получается. Добавляем соль, перец, жарим еще буквально 7-8 минут и можно снимать с огня. Нам важно, чтобы овощи приготовились, но остались такими слегка хрустящими, аль денте. А тем временем, пока мы готовили соус и обжаривали овощи, мясо продержалось в духовке 40 минут. Самое время разрезать мешок и оставить его еще запекаться минут на 15 для хорошей корочки. Смотрите, не обожгитесь горячим паром. Друзья, аромат стоит просто невероятный. Я думаю, что если не сказать гостям, что это не шашлык, то не все догадаются. Конечно, самые опытные различат запах дымка, но маринад просто творит свое дело. Посмотрите, какие аппетитные, сочные кусочки. И какой шелковистый и глянцевый сырный соус. Я думаю, что это все нужно пробовать. Какое-то сумасшествие. От сырного соуса тоже пахнет копчением, потому что мы добавляли паприку, и это очень вкусно. Настолько нежное, настолько мягкое, с овощами самое то. Идеальное блюдо на вечер. Друзья, ну а если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Это будет лучший подарок для нас с Анжеликой к Новому году. С вами был Тихон. До скорых встреч. Пока-пока.